Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Знаки судьбы. Лето 2025. Давайте узнаем, какие важные судьбоносные события вас ожидают в ближайшем будущем. Возможно, это будут новости, какая-то информация, ваше, возможно, решение по какой-то конкретной житейской ситуации, которая изменит вашу жизнь, а то и вас самих. А также я допускаю, услышите новость от конкретного человека или какого-то ключевого партнера, или его решение, к примеру, и каким-то образом это будет на вас оказывать влияние, вам придется это тоже учитывать. Вот давайте узнаем, с чем, в принципе, вот эти знаки судьбы, с какими событиями ближайшего будущего будут связаны. У нас сегодня две колоды. Первая колода ангелов-хранителей. Мы просто достанем 6 карт. Позволим картам раскрыть нам ту палитру событий, которые, возможно, спешат в вашу жизнь, на ваш порог. И вторая колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты, каков ключ. Метафорические карты, которые больше о действиях говорят или о событиях. Итак, 6 карт. А я вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. На сайте есть астрологический прогноз на июнь. До конца есть другая статья, до конца 2025 года, а также статьи по психологии. Итак, знаки судьбы. Первый знак судьбы, с чем это связано? Или мы говорим, что вам по судьбе? Как видят, может быть, высшие силы вашу ситуацию. Или как все обернется в целом, события ближайшего будущего на эти 3 месяца лета, июнь, июль и август. Причем у каждого тут может быть своя последовательность, потому что и мы-то тоже разные. Первое событие как знак судьбы, король мечей. Ну, надо сказать, вот эксперт, карта эксперта, она буквально так тут и называется. Это тот человек, который, с одной стороны, и респектабельный сам, но это еще и специалист в определенной области. Почему по этим картам проходят люди, которые осуществляют какие-то консультации, или узкие специалисты, самые разные, может быть юрист, адвокат или врач, или люди, работающие с металлом. И тут может быть совершенно разные, у каждого своя ситуация. Кто-то дома ремонт наводит и приглашает специалиста, к примеру, меняет там трубы, проводку, да, ну тоже где-то. Это все об этом. Тот человек, который знает вот это ноу-хау, как сделать правильно, как сделать, может быть, чтобы согласовывалось с законом. Ну, или буквально вы ищете такого специалиста, вы хотите что-то для себя прояснить. Где-то это больше контактов может быть и с чиновниками, мои дорогие. Важных документов или составления, или получение важных бумаг. И опять же, в любая сфера жизни. Хотя я допускаю, что это и конкретный человек, может быть, который отчасти рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолеи. У кого-то и так может проиграться. Почему нет? Ну, давайте мы дополним второй колодой. С чем это связано? Или какая сфера жизни? Что за ситуация у вас? Ближайшее будущее? А вот тут вам может быть как согласование, подписание каких-то важных бумаг буквально по дому. Может быть, у кого-то и вопросы наследства, да, которые тянутся какое-то время. Тут вы с чем-то разбираетесь, потому что семья нам показана. Но в любом случае, 4 жезлов, праздник после победы. У кого-то вопросы, связанные с судами. Может быть, это и ваша карта, как эксперта. Может быть, вы сами специалист. Вы решаете какие-то темы, может быть, основная, которая лично ваша. Вы тоже, как и подытожить хотите. И тогда по этой карте нам говорят, что да, этот итог вас порадует. В любом случае, что-то фундаментирует вашу, стабилизирует как и ситуацию, так и, может быть, вопросы, которые касаются дома, семьи, в целом вашего благополучия, кстати, и работы, потому что жезлы, дела, работы, бизнес, и откуда к нам приходят деньги – вот, пожалуй, все то, что связано с этими сферами, оно складывается в какой-то хороший, добрый пазл, когда больше уверенности, больше защищенности, если мы говорим про законы. Ну или согласование с чиновниками. Придется, наверное, для вас словно либо делать выбор, но я так больше вижу по 5 пентаклей, вам нужно самих себя как организовать, а возможно и уговорить, с кем-то договориться, потому что это всегда карта недостатка. И с одной стороны этого недостатка выступают финансы, с другой стороны
как будто утраченное взаимопонимание. Понятно, что это могут быть совершенно разные сферы жизни, но здесь мы словно чем-то недовольны. Или мы можем по этой карте бесцельно ждать, а все же карта говорит, нужно что-то пересмотреть, словно переиграть, передоговориться. Может быть, и какой-то важный разговор провести, потому что само по себе ожидание должно закончиться, оно бесцельно. С чем это связано? Да, действительно, что-то должно закончиться. Иногда по пятерке Пентаклей проходит такое состояние, когда мы очень хотим что-то осуществить. Мы считаем, что это нам принадлежит по праву. Или мы можем даже испытывать какой-то недостаток, потому что, ну, опять же, мы считаем, что это принадлежит нам. Неважно, чего это касается, денег, взаимоотношений, конкретных людей. Мы берем вот именно саму структуру вопроса, да. И карта 13-го старшего аркана, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это завершение. Тут так и прописано окончание. Ну, не в этой колоде, в другой здесь вот именно аркан смерть. Окончание. Затянулась какая-то история, она должна быть завершена. Место, вот само по себе пространство, оно должно быть свободным для того, чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь. И правда, вот этот недостаток или какой-то конфуз в вашей жизни, может быть, вы пытаетесь решить. Я вот вижу, что одна проблема, одна тема у вас как будто решена. Причем вот так вот, со здравомыслием, холодным умом, может быть, согласованиями, может быть, и через помощь адвокатов, юристов, чиновников, ну, все то, что я говорила. Но есть и другая тема, которая вот она никак не решена. И если первая вам приносит удовлетворение, радость, праздник, стабилизацию, то есть, значит, какой-то червь сомнений, который вас словно держит в застенках или как ограничивает вас. И вот здесь словно нужно навести порядок. И порядок нам карты показывают только одним путем. Настало время с чем-то проститься. Что бы мы тут не думали, или, может быть, мы считаем, что какой-то вопрос даже не совсем, ну, как справедливо в отношении нас решен, а тем не менее карта говорит, если ты не можешь эту ситуацию исправить, или ты уже многократно пытался, а вот и ныне там, вот эта дверь, когда никак не откроется, да, может быть, вам судьба, вот это как знак судьбы как раз и может быть. Если вам судьба что-то ограничивает, какой-то путь, мои дорогие скорпионы, может быть, вам туда и не надо. Или как какая-то пауза, если вопрос того стоит, для вас судьба подсказку дает, тебе нужно, возможно, вернуться назад, словно пройти еще раз вторично той же дорогой, чтобы какую-то тему увидеть новым взглядом, другими словно глазами, и тогда тебя эта ситуация отпустит. И опять же, это может быть или взаимоотношения, мы говорим взаимопонимание, здесь может быть и как и вопрос любви, так и недостаток, да, все же мы говорим. Или это по работе какая-то ситуация. Отпускай. Вот один совет. То, что для тебя уже как камень преткновения. Или вот эта закрытая дверь, которая закрыта уже давно. Значит, нужно строить, если это личная история, уже совершенно другую историю любви. А если видите какая-то тоже непробиваемая брешь по части, ну, может быть, и вашего проекта, измените несколько или видоизмените свою задумку, мечту, цель. Подойдите с каким-то альтернативным вариантом. И тогда какие-то совершенно новые возможности, словно вот как за вратами этой карты. Тут нужно выйти из зоны комфорта и с чем-то проститься или с кем-то. Но вот я вижу так. Потому что даже пока в нашей душе живут воспоминания, мои дорогие, ведь это могут быть воспоминания. Нам, посмотрите, человек показан, который в возрасте. Он живет воспоминаниями или тем, как когда-то он работал, что-то он там заслужил, или, может быть, он был заслуженным человеком. Но теперь это не имеет значения. На сегодняшний день эти воспоминания, это не прогресс, это регресс. И пока мы живем в прошлом, мы не можем переключиться на реалии дня сегодняшнего. И вот, может быть, с прошлым пришло время проститься окончательно. Знак судьбы. У вас тут весь мир перед вами. Практически нет ничего невозможного. И, кстати, карта нам говорит о каких-то возможных соглашениях, перемещениях, поездках далеко, новых планах на будущее. Или когда
Мы видим мир другими глазами. И праздник, мои дорогие, вообще это карта реализации. Как заключительный такой какой-то последний аккорд. И у кого-то это может быть, вот карта перевернулась с каким-то важным шагом. Может быть, это вот этот дуплет карт, который мы с вами достали, и говорит, свидетельствует о той ситуации, которая требует от вас либо ее отпустить, а вы, может быть, не можете, вы где-то принимаете больше позицию своей правоты, и я даже допускаю, что действительно бывает в нашей жизни, когда правда на вашей стороне, но условно обстоятельства или какие-то события, они складываются против вас. Вот, ну, есть в нашей жизни, в жизни каждого из нас какой-то пункт такой сложный. И мы, даже пока живет это в наших мыслях, воспоминаниях, мы разогреваем эту тему и не даем старой ране зарасти. А здесь вот действительно нужно это отпустить. Словно перепрыгнуть в другую плоскость, в другое пространство. Я так могу предположить, у кого-то это будет взаимосвязано. Но у кого-то это две разные темы. Но если мы говорим к новым возможностям, или как по аркану мир вообще, в принципе, что бы вы тут ни загадали, вы можете все осуществить. Но от вас требуется поступить совершенно не так, как вам привычно. Выйти вот опять же за рамки собственного комфорта. И если мы посмотрим на эту карту так со стороны, хочется и сказать, что ты там ждешь, сидишь на втором этаже, дверь горит, огонь уже вон возле окна, прыгай. И понятно, что ну ладно, синяки бы были, может и ногу подвернула, может быть и шишек набила, но жила осталась, что ж ты там боишься? А вот страх, он парализует волю, сковывает сердце и искажает восприятие. Вот самое главное. Девушка продолжает кричать, хотя нам на карте показано, что никто не придет на помощь. Прыгать нужно. Ну, не буквально, но какой-то ответственный шаг или ответственное решение и последующий шаг вам, мои дорогие, совершенно необходимо предпринять этим летом, потому что это для вас открывает безграничные возможности. С чем это еще может быть связано? Ну, правда, покончить с воспоминаниями. Карта искаженного восприятия. Это все то, что я уже говорила. Это нам кажется. Вот есть какая-то субстанция. Или буквально у кого-то инсомния, вас мучают какие-то страхи, сомнения. Или вы боитесь, что какая-то прежняя история на вашей жизни повторится. Да нет, ничего не повторится. Это мы себе надумываем. Так, а что же нам скажут карты? Ну вот смотрите, у вас мы говорили, карта эксперта или юрист, адвокат, а может быть и человек, который связан, охрана правопорядка. Самая разная тема. Но вот нам карта говорит о правосудии и о том, что дверь закрыта будет до тех пор, пока мы буквально не договоримся. Трое спорят на пороге вот этого учреждения, и весы мы можем предположить, что либо это здание суда, или пусть это какая-то организация, учреждение, но знак весов о дипломатии нам напоминает, и дверь эта откроется. Нет ведь в двери ни замка, ни ключей, ни ручки. От умения договориться перед вами откроются двери. Но карта говорит, всегда по правосудию это словно карма. Причина и следствие. И если вы сделали что-то раньше хорошо, то теперь словно пространство Вселенная через помощь других людей, руками других людей, вам будет помогать где-то. Но и от вас вот эта готовность договариваться, она должна присутствовать. Может быть, вполне какие-то наши прежние ошибки, которые мы где-то там наследили. Все же мы люди, мы склонны ошибаться. Так вот, по этой карте тоже нам может вернуть на доработку какую-то ситуацию, как будто заново мы с этим сталкиваемся, и мы должны этот гештальт закрыть. Но, опять же, он идет через дипломатию, с чем-то разобраться. И не надо тут строить какие-то такие вот для себя сложные коллизии. Здесь нужно быть просто реалистом. С чем это еще связано? Договариваться, правда, придется. Смотрите, у вас король мечей. И я могу предположить, для того, чтобы какая-то грустная история, или какая-то запутанная история, или, может быть, это по работе какое-то неприятие, или какой-то конфликт, или конфликт через личную жизнь. А то и с какими-то чиновниками, мои дорогие скорпионы. Вашей власти все нивелировать, снести к нулю.
закончить буквально какую-то больную ситуацию, и у нас король мечей в роли врача. Завершить то, что вас выбивает каждый раз из колеи. То, что вас возвращает к какому-то первому источнику или к первой ситуации, или с чего все начиналось. И не думать, что это когда-то закончится, или ждать, что закончится само. Какие-то ваши первые шаги, как будто взаимосвязь есть между этими вариантами. Здесь действительно должен быть какой-то поставлен или подведен итог, поставлена точка. И пришло время выздороветь уже. И вот эти две карты, как и 13-й старший аркан, так и король мечей, скорее всего, должна быть какая-то ситуация завершена. И этот итог, когда вы начнете действовать, причем, будучи дипломатом, по аркану мир обещает разрешение, как и разрешение какого-то спора, так и окончание сложного периода вашей жизни. Королева жезлов, вот это у нас следующий знак судьбы, и я должна сказать, королева жезлов сама по себе знак. И, кстати, обратите внимание, в этой колоде не в каждой карте есть либо крылья, либо изображение ангела. Здесь у нас как ангел обнимает земной шар. А вот король мечей, королева жезлов, нет ни крыльев, ни ангелов. И эти карты о чем? Все зависит от вас лично. Так вот, королева жезлов, она проходит очень сложный путь проб и ошибок. Ее... Если есть, точнее, вот такая фраза, нужно учиться на чужих ошибках. Нет, тут королева жезла учится на своих собственных. Много раз грабли какие-то она находит, много раз совершает какие-то ошибки, прежде чем окончательно понимает, что счастье и удача любят тишину. И от нее две позиции будут самыми главными, основными, на чем строится ее благополучие. Уметь работать с информацией, раз, и правильно распределить деньги, два. Но вот эти две позиции требуют, можно свести еще к одному знаменателю – хранить молчание. Не проболтаться, не предвосхищать какие-то события, не выносить какие-то вердикты, сдерживать самого себя или саму себя, иными словами, управлять эмоциями, потому что именно они нам чаще всего и могут навредить. И здесь может быть как какая-то горячность, или абсолютное наше убеждение в нашей правоте, и, может быть, даже оно так и есть. А внешняя обстановка. Мы часто из-за этой горячности, или когда мы чувствуем в себе достаточную силу, ведь это карта сильного человека. Но нас карта приглашает хорошенько подумать, как эту силу применить самим же себе во благо. С чем это связано? Какие-то мудрые решения вам предстоит принимать. Более чем, посмотрите, по четверке пентаклей мы что-то не хотим терять. А тем не менее вопрос должен быть решен. И мы с вами говорили, альтернативный вариант, да, тогда и волки, может быть, сыты, и овцы целы, и вы с чем-то разобрались, и уже на горизонте совершенно другие возможности. Да итог составляет какой-то или праздник, или, знаете, это как рост вашего самодоверия, в конечном итоге самодостаточности. Девушка себе поставила проблему. Как это вот мне войти в эту дверь? А как войти? Либо дверь должна вырасти, либо девушка должна уменьшиться. Но мы понимаем, ни дверь не вырастет, ни девушка меньше не станет. И о чем нам карта? И нужно поставить, или если бы девушка поставила вопрос несколько иначе, не со своей позиции на данный период времени, и не с позиции того, что она видит, а с позиции достижений. Конечный результат. Ей ведь нужно попасть за этот забор. И сразу мы видим уже решение. Перемахни через этот забор, и, по сути дела, вопрос будет решен. Мои дорогие, тут ваши цели, намерения какие-то нужно поставить несколько в другом ключе. Подумайте, что вам хочет сказать этим карта. Это ведь специально освободила, как будто прыгай. Может быть, вот этот прыжок будет связан с тем, что вам придется договариваться. И где-то четверка пентаклей подразумевает, потому что мы перемахнем забор, но мы еще не знаем, что там будет, правда? Мы не знаем. Но сила первого шага, причем когда мы... Для чего мы это делаем? Мы знаем совершенно четко, но мы одновременно готовы к неожиданностям. А когда мы готовы к неожиданностям, мы готовы
себя защищать где-то, оберегать. И это не идет от какой-то агрессии. Нет, наоборот. Мы тут скорее подстраиваться, что или самим под какую-то ситуацию готовы, не без этого, у нас как будто другого варианта-то не остается. Либо мы готовы взаимодействовать с теми, кого мы увидим за этим забором. Вот что-то подобное вам хотят сказать карты. Чего это может касаться? Старший аркан умеренности. И пусть вот не в этой колоде, но аркан умеренности – это еще не случайные случайности. И умеренности карта, она говорит о, знаете, таком хладнокровном спокойствии. Потому что если мы проявим горячность, не случайно королева жезлов, или какой-то свой опломб, или настойчивость, вот это нам может помешать. Тут если прыгать приходится, то нужно просчитать. И если перемахнуть через этот забор, то тут тоже нужно что-то просчитать. Тут риск должен быть сведен к нулю. Мы можем это называть риском только лишь потому, что мы так прежде не поступали. Ни через забор не прыгали, ни со второго этажа. Но я аллегорически. И какая-то правильная подсказка вот где-то и подразумевает аркан умеренности, что мы что-то просчитываем. Но действуем мы так, как от нас никто не ждет. И вот это хладнокровное спокойствие или здоровое равнодушие по какому-то вопросу, когда нам эмоции не замыливают глаза, с одной стороны, но и не затуманивают ваши очи, вот как по этой восьмерке, да, мечей, карты искаженного восприятия. Будьте реалистами. И правда договариваться приходится. Конечный итог – карта сила. Да, приходится договариваться. Карта однозначно говорит, что как приходится сделать первое, совершить или решиться на что-то, как вы прежде не действовали, или то, что, не входило в ваши планы. А после этого вы можете еще оказаться в той ситуации, когда еще и договориться придется. И сдерживать эмоции – хорошая практика, потому что дверь закрыта, опять же, нам показано. Но это энергетика, как у карты мага. Карта силы нам дает возможность или настойчивость, даже настойчиво вам предлагает подумать, куда, опять же, применить эти силы. Договариваться придется. Дверь закрыта, но она откроется приблизительно как и вот в этом аркане правосудия, когда мы сумеем договориться. Только здесь трое договариваются, а здесь мы договариваем с самим собой. Карта подразумевает вот лев как страж дверей, но это еще и прообраз, символ нашего эго. Это наши эмоции, которые рвутся наружу, а нам приходится их держать на коротком поводке. Нам приходится договориться с самим собой. Для начала, мои дорогие, для вас нет ничего невозможного. Но помимо ваших действий, активности, помимо того, что вам придется быть дипломатами, вот начальный пункт – договориться с самим собой. Уговорить, может быть, себя, что, не все золото, что блестит. Или не все отношения могут быть продолжены, или не все вопросы могут быть подведены к такому итогу, как ты этого хочешь. Не все дела делаются быстро или в тех временных рамках, как вы этого тоже хотите. Но через договоры, через договоренности, через дипломатию для вас нет ничего невозможного. Я вижу, что тут какой-то альтернативный путь, мои дорогие скорпионы, для того, чтобы решить ряд вопросов. Или увеличить вашу собственную силу, не тратить ее попусту в том направлении, которое, по сути дела, уже завершилось. И пора выздоравливать. И так тоже может быть. Знаки судьбы. И эта карта Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Это та, которая обладает интуицией и может между тем, что существует как причина и следствие, опять же, где-то граничит с правосудием. Потому что две колонны. Светлая и темная. Темная – это то, что нам не говорят. Это то, что причина какой-то ситуации. А светлое – это то, что уже есть на поверхности, но это лишь следствие. Это карта интуиции. Это карта мудрости. Мудрые какие-то решения. Еще одновременно нам карта говорит о терпении. И правда, все то, что я сказала. Терпение вам понадобится, настойчивость понадобится. И в некоторых вопросах такое холодное равнодушие, чтобы увидеть ситуацию беспристрастно. И, скорее всего, это будет
означать какой-то денежный вопрос. Двери как будто вы открываете сами, мои дорогие скорпионы. Девятка пентаклей – это финансы в первую очередь или решение вопросов по части недвижимости. Одним словом, какой-то материальный успех. Может быть, и карта подразумевает, что вам нужно правильно как-то распределить финансы. Или есть возможность уладить какой-то финансовый вопрос, тему, пусть это даже будет изначально касаться недвижимости или движимого имущества, или пусть это как по работе ваши заработки, или вы хотите для себя какой-то проект создать, продолжить. Вот, но методы мы должны постоянно как и контролировать, так и продумывать. Но, по сути дела, если вы хотите решить какой-то финансовый вопрос, может быть, интуицию слушая, она вам подскажет, а вы очень интуитивные люди, она вам подскажет, как правильно действовать. И не путать интуицию с какой-то ненужной глубокой философией. Понятно, что и розовые очки мы не можем на себя одеть, ведь пентакли – это реальность. Это и практика, это и материализм. Но помните, деньги в центре внимания, потому что деньги – один из способов взаимодействия с миром. Обещают деньги как раз, когда они у вас есть и будут, мои дорогие скорпионы. Но это не деньги ради денег, а какой-то грандиозный проект в связи с этими деньгами может сопровождать последующие ваши действия. И снова нам пятерка земли выпадает. Иными словами, это та же самая пятерка пентаклей, то, с чего мы с вами начинали. Может быть, какая-то ситуация, если вы от чего-то не откажетесь, или какой-то для себя тут словно альтернативный вариант будете испробовать. Мы ведь все разные. И 13-й аркан. Не завершили вы, да, какое-то ожидание. Но тогда у вас будет еще один шанс, судьбоносный, со вторым каким-то заходом, может быть, в других энергиях, другим способом, другими методами, с другими людьми. Тем не менее, решить какой-то вопрос. У кого-то именно в 2 захода будет решаться какая-то тема, а то и проблема. И уже тогда второй заход, будем говорить, сам ангел открывает вам двери. Да, эта карта тоже говорит о том, что о нехватке, о наших волнениях, но одновременно он и говорит о помощи, как будто сами высшие силы желают вам помочь разобраться с какой-то ситуацией. Поэтому даже сложности какие-то, вот интересный расклад, мои дорогие скорпионы. Ну, я и допускаю, ведь мы все разные. И если какую-то проблему вот так с наскока не решить, или пусть даже какое-то дело тянется длинный срок, и вы хотите с ним завершить, может быть, не в один этап за это лето, а ближе к окончанию лета. Все равно вы какую-то ситуацию стабилизируете. И я вижу так, ну что скажут карты. А тут вам еще может прийти какая-то новость. Девушка, дверь вроде бы закрыта, а девушка телепортируется. И ее что-то удивляет, то, что она увидела за закрытыми дверями. Доверяйте своей интуиции. Здесь правильные подсказки, опять же, дает вам ваша душа собственная, ваша мудрость, мои дорогие. И вы можете потом, кстати, как мы говорим, второй заход. Во второй заход кто-то из вас подумает, елки-палки, почему ж я себе раньше не доверял? Или почему в самой себе я сомневалась? Здесь дополнительная информация вам может помочь решить какую-то тему. И вот он уже выход из лабиринта. Туз мечей. Мы, прежде чем вышли вот в эти врата, да, нет уже закрытых дверей. Но вот сколько тупиков пришлось пройти. Чем это все закончится? Мне хочется узнать. Ну, видимо, должно закончиться выходом вот словно из этой замкнутого пространства. Какая-то, может быть, и история, будем говорить, которая вас длительное время словно удерживала в заперти. Есть, по крайней мере, вариант разрешить ее, но насколько и вы сами будете к этому готовы. Или насколько у вас будет достаточно ресурсов. И тут ведь ресурсы мы, если захотим, мы можем найти на самом деле. Это у нас 9 мечей, потому что нет ничего невозможного. Эта карта, опять же, искаженного восприятия. Здесь не совсем все лежит в плоскости того, как мы это хотим. Тут, скорее всего, договариваться придется. Иначе мы просто боимся выйти из зоны собственных предубеждений. А как будто мы можем выйти, а можем и остаться. А на кону, опять же,
королева жезлов. Вот обратите внимание, удивительный расклад. Мои дорогие скорпионы, буду благодарна комментариям. У нас с вами выпадала пятерка пентаклей, да, или пятерка земли. У нас с вами шел вот выход этот из лабиринта, девятка мечей, и мы где-то с вами говорили о том, что, как и по 13-му аркану, завершение путаницы, завершение какой-то истории. Дальше нам свидетельствовала карта девятка о том, что, ну, есть как какая-то обособленность, девятка мечей. И здесь ведь у нас эти две карты похожи. Тут дверь открыта, ничто не мешает. И здесь у нас вот эта самая восьмерка, как мы пленники собственных страхов или собственных предубеждений. И дальше у нас пошел развиваться следующий, да, этап. И где-то карта правосудия о том, что договариваться-то нам придется. И королева жезлов, которая выпадала уже третьей картой, здесь снова королева жезлов. Тут действительно какая-то ситуация может повториться дважды. Переложите на ту составляющую вашей жизни, которая может как-то, ну, проигрываться как метафора или альтернативный вариант. И просчитайте. А еще прочитайте, правда, астрологический прогноз и какие энергии соответствуют, если у вас на кону стоит какой-то важный, ну, вопрос, не просто даже вопрос, а уже какая-то проблема, которая быстро не решается. Есть варианты решить, но, ну, наверное, какие-то совершенно другие действия от вас требуются. Вот смотрите, можно остаться чем-то довольным, это правда. По королю кубков это помощь близких, это помощь того человека, который к вам относится искренне. Тот, кто вас любит, воспринимает вас таким, какой вы есть или какая вы есть. Неважно, что у нас король кубков. Это даже и для девочек это может быть как партнер по браку. Или вы где-то ваши энергии, когда вы готовы откликаться, чтобы помочь кому-то из своих близких. Или есть еще и персона, которая такая, знаете, надежная персона и в отношении вас. Добрые энергии, есть какая-то помощь или есть та поддержка, те люди, на которых вы можете положиться и опереться. Человек держит кубок, а другая рука области сердца касается, как будто от чистого сердца хочет помочь. Что это? Карта императрицы. У кого-то решение вопросов по личной жизни. Я не буду доставать больше карты, потому что в конечном итоге, вот посмотрите, запутанный расклад, правда? А у скорпионов никогда, редко точнее, бывает, но редко, как-то так все просто понятно. Но есть к чему стремиться. И есть то благополучие, которое у вас уже практически на пороге. И каковы бы ни были изначально карты или дополнительные, тут ведь нет ничего невозможного. Вы можете любой вопрос где-то перевернуть в ту сторону, как вам нужно. Или договориться, я допускаю, склонить даже людей в ту сторону, как вы этого захотите, на кону благополучия и поддержка. Все-таки она у вас тоже есть. Ведь карта благополучия чего касается. Но, видимо, есть, как я сказала, и люди, которые вам готовы прийти на помощь. Ну, для кого-то. Если мы говорим как итог или последний как знак судьбы, здесь и смена статуса, здесь изменение как ваше личное «я». И не важно, что это императрица и меня смотрят мужчины. Да, карта допускает, что это важная женщина в вашей жизни. Это может быть любимая женщина, это может быть ваша мама, родственница, руководитель, кто угодно. Но это и вы в этих энергиях, несмотря на то, что вы мужчина. По полу мы карту не рассматриваем. И император больше это та карта, когда мы говорим, есть два мнения, мое и неправильное, а императрицы нет. Она как раз сама по себе дипломатия, и она умеет договориться даже с несговорчивым императором. Вот что-то подобное вам придется ради собственного благополучия, нового качества жизни, счастья, скорее всего, договариваться. А вообще, добрые энергии лета пытаются войти в вашу жизнь и изменить, может быть, и очистить от ненужных мыслей ваше ментальное пространство, или вы с чем-то, чтобы могли разобраться, окончательно расставив все по местам, вычеркнуть то, что уже не служит прогрессу, одним словом, навести порядок в собственной жизни, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.